Всем привет! Вы снова на канале Под микроскопом. И сегодня у нас особый гость. Это чеснок. Да-да, тот самый, который спасает от простуды, защищает от вампиров и заодно от поцелуев на свидании. Сегодня мы рассмотрим его под микроскопом и узнаем, как он выглядит изнутри, какие тайны скрывают его клетки и чем он может нас удивить на уровне микромира. Давайте сначала мы рассмотрим живые клетки чеснока. Под микроскопом они выглядят как кожа крокодила, ровные ряды кирпичиков, собранных в стеночку. Если вы видели мое видео про лук, там клетки были похожи, но у лука жизнь кипела, сок, органоиды, движения, а вот чеснок оказался спокойнее. Движение внутри клеток есть, но оно очень вялое. Чтобы хоть что-то заметить, я ускорил видео в 4000 раз. Так что, если вдруг вам кажется, что у чеснока бурлит жизнь внутри, не верьте этому. Он больше философ, чем тусовщик. Клетки чеснока чуть меньше, чем у лука, но похожи по структуре. Теперь посмотрим на сухую шелуху чеснока. Она сухая, хрустящая и под микроскопом выглядит совсем иначе. Структура клеток почти не видны, потому что они высохли. Но посередине мы видим канал, по которому когда-то шло движение веществ. Сейчас это просто пустая труба. А вот что реально красиво, это кристаллы. Интересный факт. В чесноке часто встречаются кристаллы оксалата кальция. Они играют роль защиты. Такие иголки неприятны для насекомых и мелких животных, которые могли бы сожрать чеснок. Вот почему многие растения используют кристаллы как микрошипы. А вот здесь меня ждал сюрприз. Среди чесночных клеток я заметил живое существо. Сначала я подумал, неужели это демодекс? Но как, если я смотрю чеснок? Оказалось, это луковый клещ. Да, существует такой мелкий четырехногий паразит, который любит портить запасы лука и чеснока. Его сложно заметить невооруженным глазом, но под микроскопом видно идеально. Что интересно про лукового клеща? Он питается тканями лука и чеснока, выгрызая их, оставляя повреждения. Может портить целые урожаи при хранении. У него мощные ротовые органы, которыми он буквально грызет чеснок. Сам клещ крошечный, но разрушения от него видны даже без микроскопа. Я признаюсь честно, впервые увидел его именно сегодня. Для меня это открытие. Напишите в комментариях, знали вы о существовании лукового клеща или нет. Пока мы рассматриваем чеснок под микроскопом, давайте ненадолго отойдем от науки и вспомним мифы, легенды и странные советы, которые этот овощ оброс за тысячи лет. Начнем с того, что чеснок отпугивает вампиров. Средневековый миф. Запах чеснока защищает от упырей и нечисти. На деле максимум отпугивает от соседей. Чеснок от сглаза и злых духов. Вешали связки чеснока над дверями и окнами, как оберег. Работала скорее как антисептик для воздуха. Резкий запах действительно немного дезинфицировал помещение. Чеснок лечит все, от насморка и до рака. В народе его называли панацеей. Правда, он реально укрепляет иммунитет и подавляет микробы, но лекарства не заменяет. Чеснок отпугивает от комаров. Говорят, если съесть много чеснока, тебя не будут кусать комары. В реальности комары все равно найдут и укусят, просто люди будут держаться подальше от вас. Чеснок против змей. В Индии и на Балканах верили, что запах чеснока отпугивает змей. Научных подтверждений нет, но миф жив до сих пор. Чеснок лечит насморк, если засунуть зубчик в нос. Опасный народный метод. Можно получить ожог слизистой. Гораздо безопаснее выпить чесночный чай или сделать ингаляцию. Чеснок – народный антибиотик, и он сильнее лекарства. Алицин, который в чесноке находится, действительно мощный, но он быстро разрушается при нагреве. То есть чесночный суп вкусный, но это не лекарство. Чеснок убивает все живое. Некоторые думают, что он уничтожает даже полезные бактерии в кишечнике. На самом деле чеснок скорее сбалансирует микрофлору. Чеснок лечит давление из сердца.
Есть исследования, что чеснок слегка снижает давление и улучшает работу сосудов, но это лишь дополнение, а не замена таблеток. И последнее, чеснок абсолютно безопасный. Нет, в больших количествах он может раздражать желудок, вызывать изжогу и даже ожоги кожи. Все хорошо в меру, даже чеснок. А теперь 15 фактов о чесноке. Первое. Чеснок начали выращивать более 5000 лет назад. Второе. В Древнем Египте чеснок давали строителям пирамид для силы и выносливости. Третье. В Древней Греции его называли вонючей розой. Четвертое. Китай – мировой лидер по выращиванию чеснока. Более 70% урожая. Пятое. В чесноке есть вещество аллицин, которое дает запах. Шестое. Аллицин образуется только при повреждении чеснока, раздавливании его резки или вот этой чесноковыжималки. Седьмое. В Древнем Риме чеснок считался пищей солдат и воинов. Восьмое. Чеснок упоминался даже в Библии Корана. Девятый факт. Индусы верили, что чеснок – это лекарство от злых духов и болезней. Десятый факт. Чеснок может снижать уровень холестерина, и это доказали ученые. 11 факт. В некоторых странах чеснок часто использовали в обрядах для защиты дома. 12. Чеснок помогает отпугивать от некоторых насекомых, не от всех, к сожалению. 13 факт. В Европе в Средневековье чеснок считали амулетом против чумы. 14 факт. По мне это самый главный. Ученые изучают чеснок как возможное средство против рака. Надеюсь, у них это получится. И 15 факт. Самый большой чеснок в мире выращен в США. Головка весила более 1 килограмма. Вы только представьте, это он каких размеров должен быть. Итак, что мы сегодня с вами увидели? Живые клетки чеснока, похожие на кирпичную кладку, сухую шелуху с кристаллами и каналами, неожиданную встречу с луковым клещом. Развенчали мифы и узнали кучу интересных фактов. А реакцию бактерий на чесночный сок мы оставим для отдельного видео. Там будет настоящий бой между микробами и чесночным соком. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть под микроскопом. Спасибо, что были со мной, увидимся под микроскопом. Пока-пока!